какой тогда миной, с какой тогда, простите за непарламентское выражение, рожей нам Европа как бы демонстрирует, что она оказывает поддержку Украине и, в общем, будет с ней до конца, и, в общем, будет всячески... Ну, они этих, получается, ну, они же не загонят вот этих понаехавших мигрантов, например, в отряды, которые пойдут, сейчас же вовсю там обсуждается эта тема, например, блокировать Калининград, ну или, например, там двигаться в сторону Петербурга, отрабатывать какие-то там свои ну, тактические, там, стратегические варианты учений. Да Прибалтику некому защищать. Вот там вот показали, что там, ну, вроде такая война, 3 калеки ходят на границе, это вот, ну, Эстония, вот там, прибалтийские. То есть, да, они, конечно, хорохорятся и говорят, но по большому-то счету, с тем, какая идет война, да, с тем, что вообще, во что она выльется, ну, шансов, скажем так, особо немного. Но, тем не менее, нам говорят, что ничего страшного, Европа с нами. Во-первых, не Европа, а коалиция желающих 6 из 27 евросоюзных стран, плюс одна не евросоюзная, то бишь Великобритания. Это единственные, которые это говорят, хотя все со стороны специально уже дрессированные повторяют, что это Европа так говорит, это Европа так хочет, это Европа готовится к войне, это Европа. Это не Европа, это 6 из 27. Если спросишь их персонально, получится совершенно другая, достаточно яркая и показательная статистика, кто вообще-то Украину поддерживает, в чем эта поддержка выражается, и кто действительно готов, хочет или имеет какие-то интересы воевать. Почему эти 6+1? Еще раз, столетний договор. Они являются софигурантами вместе с Великобританией. Им остро нужны вот это добро, которое там разведанное или не разведанное, воображаемое может быть на территории Украины, для того, чтобы залатать некоторые свои дыры, потому что в этих условиях они свои дыры залатать не могут. Слушайте, Александр, у меня здесь в моем родном городе мастер, который занимается, скажем так, поддержкой пару из наших 3, ну 4 на самом деле машин семейных, ну, я имею в виду и брата, но он вахтовым методом где-то пару месяцев работает в Германию, там есть определенные там ремесленные, там ударные, в смысле, которые нужно сделать, подрабатывает, возвращается, месяц здесь в Болгарии сидит, и потом опять его туда вызывают. Знаете, что он рассказывает? Вот сейчас он возвращается около 22 декабря. Он говорит, я здесь мерзну. Почему? А потому что, говорит, 12 градусов. Не в нашей квартире, и даже не в нашем доме. Во всем районе и так все германцы. Хорошо, что хотя бы там, где мы работаем, там отапливают, пока мы работаем, что называется, я немножко согреваюсь. Домой все германцы мерзнут. Мерзнут уже. Да, зима у них тоже не, скажем так, средиземноморская, как можно легко догадаться. Она практически такая, как в Польше, в Минске, в Москве. Ну, можно сказать, даже севернее, чем Киев. Ну, там Чернигов там и так далее. Чернигов, да. Ну да, чуть севернее, чем Киев. Так что там ситуация такая. И вы говорите, их нельзя заставить, вот этих смуглых и откровенно черных, чтобы их... Как их не заставят? Очень запросто их даже заставят. Будет на то политическая воля, вам нужно собрать рекруты. В каком положении будет любой обычный германец? Во-первых, они сократили вот эти социальные выдачи всем этим, которые раньше были 33 евро в день. Умножая на 30 календарных дней, получается чуть меньше 1000 евро в месяц. Во-первых, уже на эти деньги даже еду не купишь. Да, им там обеспечено госжилье, да, им там они не платят за электричество, за всякое такое. Сейчас все это постепенно добавляется, то, что нужно платить, и все это постепенно уменьшается, то, что им выплачивают. Если они найдут себе какую-то черную работу, то есть неофициальную, им сокращают эти 33 евро на 2/3. 7-8 евро остаются в день. То есть вот эти и смуглые, и черные, и даже обычные германцы, они, во-первых, по уши в долгах, с ипотекой, с кредитами, с безработицей. Когда есть ипотеки, кредиты, безработица и какая-то форма какой-то семьи, за которой ты отвечаешь, будто германец в Германии, либо будто смуглый или черный в Германии, ну, который должен отправить хотя бы пару сотен баксов туда, домой, куда его семья вообще бедствует, ну, они уже готовы. А как не готовы?
Слушайте, как собирают как собирали сначала добровольцев вообще-то и на территории Украины, и какие главные, скажем так, наполнителями вот этой добровольческой российской армии? Большие бюджеты, большие зарплаты, в неблагополучных регионах, где тоже есть ипотеки, и народ туда идет. Не родину спасать, потому что надо семью кормить, ипотеку выплачивать, и кредиты обслуживать, и надеешься, что тебя не убьют, ну, даже надеешься, что ты никого не убьешь. Никому не хочется никого убивать. Особенно те, которые ты не видел, ничего тебе не сделали. Зачем вообще-то, черт возьми? Но потом реалии жизни, реалии войны, реалии окопов и реалии дронов все приводит, скажем так, на другой лад. С этим будет то же самое. С этим будет абсолютно то же самое. Вот это лишнее население Европы придется утилизировать, и они его пачками, порциями будут туда отправлять. Чем безнадега у этой Европы, финансово-экономическая, тем они будут уже в безвыходности, не будут сопротивляться, когда начнутся вот эти рекруты, потому что в армии одевают, в армии кормят, в армии есть крыша, в армии есть тепло. Да, придется потом и воевать, но это потом. Ну как это потом придет сегодня, будет уже поздно. Ну вот, приходят нам кадры из Ватикана. Странная, конечно, такая диспозиция. Папа Римский машет с балкона, да, этот Зеленский рядом с ним. То есть этот визит, можно сказать, он так состоялся. Да? Ну вот о чем будут говорить, непонятно. Настроение у Зеленского хорошее. Странно. Джорджу Мелонию обнимал? Ну пока нет, пока с папой. Ну так, на расстоянии. Елена Зеленская сегодня будет спать, а завтра посмотрим. Посмотрим. Поживем, увидим, что будет с этой встречи, но один же главный момент. А как тогда заканчивать войну? Ну вот смотрите, там сейчас пишет Вашингтон-Пост, пишет Телеграф. Телеграф говорит, что все, там, крах мирного плана Трампа. Ну вот смотрите, а что будет, если мирного плана Трампа не станет? Вот, опять-таки, понятно, что сейчас там все играют в эту игру, тянут время как могут. Так, а что тогда останется на столе? На столе останется, ну, как бы война, да, в которой Америка не хочет принимать участие, в которой, как бы, принимает участие вот эта Европа, как мы обсудили. Когда тогда, если это окно закроется, мирное, да, то тогда, когда откроется следующее окно? Вот же в чем парадоксальный вопрос. И кто уже будет маячить в этом в окне? Зеленский или уже кто-то другой? Вы видите вообще перспективы, что возьмут определенную паузу, и следующая, например, война. Все говорят там про вторую серию, помните? Но тут же какой вырисовался другой план, что вот эти солдаты ВСУ, они же тоже хотят кушать, они тоже хотят сохранять хоть какой-то свой текущий, да, образ жизни. Я не имею в виду военный как образ жизни военного человека, а имею в виду финансовый образ жизни. И, соответственно, их с удовольствием в Прибалтику пригласят на границу с Россией, в Европу тоже там. И, в общем, они будут и обеспечивать, будет костяком вот этой армии Европейского Союза в будущем. И под это дело, под этим соусом, собственно, войну и заканчивают. Что вы думаете по этому поводу? Войну не закончат раньше 1934 года. Однако будет прекращение огня для того, чтобы провести выборы на территории Украины, для того, чтобы после этих выборов был новый президент, новая Рада, обязательно, 2 в 1, и для того, чтобы после того, как будет новый президент и новая Рада, подписать эдакое перемирие, которое можно называть Стамбулом, Минском 3, неважно как, которое будет работать криво-косо на некоторое время, на несколько месяцев, может быть, даже на год и на 2. Войну это не закончит. Война закончится, когда закончится мировая 4-я война, которая сейчас уже идет. Причем идет, можно сказать, с 2008, 2011 год. Год уже немножко дело другое, сейчас его обсуждать не будем. Поэтому это не Зеленский будет делать, это будет делать, скорее всего, эдакий Турчинов, версия 2.0,
которого даже не видели и не знали, что он есть. Ну, я имею в виду в публичной общественности. Там конкретные, скажем так, люди, которые этими процессами занимались, мы потом слышали Джеффри Пайта, Викторию Нуланд и другие, как это обсуждали, кого, где, как ставить, то именно это сейчас и обсуждают. После Зеленского, кого мы поставим на переходный период, кого мы будем номинировать в качестве президента, и кого будут номинировать на позиции, баллотироваться на позицию президента британцы, то есть наши американские 1-2 кандидата против британских 1-2, может быть даже и 3 кандидата. Ну, 1-2, я думаю, это более чем достаточно. Так что войну не закончат, есть шанс возникновения перемирия, достижения перемирия. Я думаю, что это, скорее всего, с февраля по апрель 2026 год. До конца этого года, скорее всего, вряд ли. Даже если президент бросит белый платок, скажет, все, с меня хватит, отставка, вы понимаете, я все сделал, ну, вспоминайте меня добрым словом, или так, неважно каким словом. Ну, слушайте, куда он денется? Оставаться на территории Украины, за ним будет охота. Охота как тех, чьи жизни он прогорел, так и других внешних, которые наймут местных активистов для того, чтобы вот эту флешку там делить, формат C, и чтобы эта флешка больше никогда не говорила. Он что, улетит из Киева? Он не улетит. Он должен улететь из Польши. А до Польши надо добраться. Он, может быть, по земле, там, автомобилем куда-то доберется. Шансов немного. А может быть, Днепром, яхтами своими? Теоретически можно. Ну, там не знаю, там Днепр это дело такое уже, там Черное море, британские тоже там, если сочтут, что такая флешка не должна говорить, ее не должно быть с этими криптокошельками, всякими такими. Не. Вообще, конечно, встречи такие у Зеленского. Ну, очень такие с наскока. Ну, вот эта фотография, вот, что я показывал, давайте уточним, это с Папой Римским он встретился. Они с ним поговорили полчаса. Типа аудиенция вот такая. Дальше будет Мелани, будет обнимашки в любом случае. Заявлений прессе не дали. Ну, нет заявлений. То есть очень ограниченное количество заявлений от контрагентов Зеленского, с кем он встречается. Он это компенсирует своей активностью, условной, медийной. Но мы понимаем, что что-то они обсуждают не шибко то, что нравится. Прежде всего. Не шибко эффективно, да. И, ну, смотрите, как бы с Папой Римским в этот момент условного там плана Трампа, проработки, ну, можно было бы и выйти и престолу сказать, как мы поддерживаем мир в Украине, инициативы мирные, вот мы хотим, чтобы... Нет, папа молчит. Все как-то с ним молча встречаются, а те словеса, которые там Урсула Макрон, Стармер вообще вчера выдал, говорит, дело Украины, ну вот, что происходит в Украине, это дело Украины. С одной стороны, вроде как намек на то, что Украина должна решать, а с другой стороны, простите, буквально это выглядит, вы там занимаетесь, вот вам, пожалуйста, никто не лезет, давайте сами. Я вот эту вот международную активность хотел бы экстраполировать, с вашего позволения, на российскую сторону. Там четко, похоже, закусили у дела и готовы идти воевать. Ну, дальше. По фронту, продвигать его туда, куда нужно. Сейчас вот цели Краматорск-Славянск. Просто если Зеленский не уйдет оттуда, ну так со временем Россия туда придет. Вот же был вывод войск вынужденный, которые слили через источников, официально никто, конечно, не подтверждал, но Мирноград уже окрасили в серое кольцо, то есть это как бы столкновение с реальностью здесь произошло. Но впереди-то у нас еще Днепропетровская область, Запорожская область, в Харьковской бои. Есть намеки о том, что на севере будут активничать российские войска. Ведь эти удары по энергетике в Сумам можно вообще расценивать как артподготовку. Говорят о Черниговском фронте. Вовсю, в общем, трубят о возможном в будущем походе на Киев второму. Ну, вот, с другой стороны. И никто не хочет это останавливать.
Что можно предложить сейчас Путину, чтобы он остановился? Как вы думаете? Это очень хороший вопрос, честно говоря, об этом не думал. Ну, можно предложить ему только то, что 28 пунктов. Давайте нам все эти области без боя. А то нам придется взять это с боем. И то, что вы только что красочно описали, я примерно подобное замечал, когда готовился к этим пресс-обзорам, что европейцы типа, ну не то, что отказываются от Зеленского, но ну, есть унылое такое, угрюмое, ну такое пораженческое настроение. Лица даже они не стараются уже сильно менять, изображать какой-то оптимизм, либо то бодрящее там чего-то. Не-не-не. На мой взгляд, это звучит как большая вероятность, что переговоры между левым берегом Темзы и Манхэттеном, то бишь Уолл-стритом, по поводу как разделить эти 28 пунктов, я имею в виду возможности поживиться недром Украины и недром формальной Новороссии, недром канонической России, недром российской Арктики, уже приближаются к концу, либо уже обговорены. То есть, если они уже договорились, что вот эти мультинационалы с обеих сторон Атлантика будут совместно потреблять, извлекать вот эти ценнейшие ресурсы, и Дональд Фредович Трамп не будет жадничать, и, грубо говоря, американцы не будут жадничать, а будут делиться этим отцами-основателями глобального бангстериата, то тогда брекаться сильно уже не стоит. Зеленский пусть уплывает в канализацию истории естественным либо ассистированным образом. И где и какая будет граница уже Украины, никакой разницы нет, потому что одни и те же права доступа к одним и тем же недрам, что с той, что с другой стороны границы, нам гарантированы что Киевом, что Кремлем. Если у нас права доступа одинаковые, какая нам разница, мы с Киевом либо с Кремлем вообще-то общаемся. И они оставят все это естественным ходом, даже могут ассистировать, чтобы этот естественный ход произошел развитием военной логикой, а именно исчерпание украинских военных ресурсов, придет к быстрому прорыву в нескольких точках фронта, прорыву и достижению к реке Днепр, и, соответственно, то, что сейчас некоторые турборадикалы европейские, батальон Мунар, некоторые 95-квартальные говорят, особенно там из Залужный из Великобритании говорит, нет, мы ничего давать не будем, территориями торговать не будем, отдавать не будем. Ладно, не будете отдавать, будете проигрывать, и у Украины будет все меньше, силой и оружием, там, которые напротив вас, и просто убиенных будет больше, и разрушенных домов, и сел, и деревень, и всего остального будет больше. Ну, не будете отдавать, вот так оно будет. 4 года это не доказали? Нет, не показали. Как? Ну, нужно над этим долго чесать репу и думать, что будет? Нет. Поэтому мне это кажется, что западенцы уже договорились между собой. Я имею в виду настоящие, а не просто там фигуранты типа Стармера, Макрона, Мерца. Это действительно наемные манагеры среднего звена. Не скажу нижнего, ну среднего оперативного звена. Причем каждый из них сохраняет свои функции большим дядящим и тетящим, потому что и Мерц слуга BlackRock, и Макрон слуга Ротшильдов, а Стармер он вообще слуга, ну, короны. Куда он денется? И левому берегу Темзы. Даунинг-стрит это что? Это офис Букингемского дворца или левого берега Темзы? Ну, левого берега Темзы, конечно. Так что все остальное, конечно, можно долго разглагольствовать, смысла я не вижу, но мне это кажется, что есть некоторые торчащие уши сущности над пропагандной сетки демагогии, которые указывают четко на то, что некоторая развязка действительно очень скоро будет видна, вполне вероятно до конца этого года, то есть до конца этого месяца, то есть в рамках считанных недель, ровно так же, как вы обозначили в вашем опросе. И картина, даже если не на 100% совпадет процентов на 50, на 70, ну, скорее всего, как минимум, до конца этого месяца. И если нету других ресурсов, и специально сделают так, что не будут другие ресурсы у ВСУ, а будут копить вот эти военные подготовки к большой войне с Россией к 29-30 году, то сейчас для того, чтобы клуб триллионеров получил свое право доступа и начали извлекать то, что им нужно сделать паузу видом прекращения огня, теоретически полгода спустя после выборов и всякое такое, и подписание какого-то перемирия с бигфордовским шнуром, который будет подожжен тогда, когда это нужно. Вот так я это вижу. Пламен, как вы думаете,
Американцы врубят Миндичгейт по новой, ну, с новой силой. Да, Вот вы прям уверены, что мы и Зеленского абсолютно. услышим, всех услышим на этих пленках? Да. Я очень сильно удивлюсь, если будет. Вернее, они не врубят, если Зеленский, ну, скажем так, в рамках короткого периода времени, недельку-две, поднимет лапку, высунет язычок, посмотрит влажно в глазах, как добрый песик лабрадор, и скажет: на все готов, специально, вот, хотите отставку, хотите 28 пунктов, хотите 228. Если он на все это согласится, тогда не нужно просто Миндичгейт 2.0. Но если он будет продолжать туда-сюда, слева, справа, не так, не сяк, ну, тогда приведут его к чувствам. Еще раз, смотрите, как действительно жестко они среагировали буквально на следующий день. 22-го, 3-го, ну, даже 25 числа Дэниел Дрискл, Рэнди Джордж и еще один американский генерал были в Киеве и сказали: у вас дедлайн до 27 числа. 27-го Зеленский вышел и сказал: я совсем согласен, только некоторые небольшие подробности. И 28-го сразу Ермака, а 29-го отставка Ермака. Буквально на следующий день. То есть этот дедлайн, он не просто так ради красного словца. Они к этому действительно придерживаются. Если был озвучен какой-то дедлайн для Зеленского, ты эти 28 пунктов уже окончательно, вот тебе срок, время пошло, можно буквально на следующий день ожидать, что будут новости. Буквально на следующий день. Как услышу дедлайн от Трампа, либо даже не обязательно от Трампа. Может быть от Виткуфа, может быть от Дэниела Дрискла, может быть от Джейди Венса. Любой дедлайн американского должностного лица. Зеленского, у тебя вот счетчик пошел, ждем окончательный твой вердикт. На следующий день будут новости. Вы знаете, в этом контексте разбирательство очень специфически выглядит действие российской стороны в направлении Международного суда ООН. Значит, ну, короткая, в общем, предыстория, да, что, в общем, в ООН не считают войну в Украине геноцидом. Однако Украина подала в суд на Россию, потому что геноцид. А вот недавно тоже снизов, все как положено, это новые субъекты Российской Федерации по российскому законодательству, да, там Луганск, Донецк, и снизу подняли наверх и передали в ООН тоже обвинение Украины в геноциде русскоязычных украинцев, ну, людей русскоязычных. Значит, суд принял этот встречный иск России против Украины по обвинению в геноциде. Москве отвели время до 7 декабря 2027 года, то есть год у Москвы есть, чтобы аргументы предоставить. Накануне Украина просила, чтобы этот иск не рассматривала комиссия, чтобы суд не принимал иск от России. Но им сказали: извините, все нормально, Россия имеет право, вот и подает иск. Значит, сразу после полномасштабного вторжения, да, Украина подала свой иск, что Россия признала ЛДНР, раз тем вторглась в Украине, основываясь на ложных утверждениях о защите Донецкого региона, как бы из-за геноцида. В том же иске Украина тогда заявляла, что Россия умышленно убивает, наносит повреждения тяжкие телесные гражданам. Это есть геноцид против украинского народа. В принципе, это уже на законодательном уровне, на уровне постановлений тоже формулировка геноцид существует. Однако, ну, простите, встречный иск России по такому чувствительному поводу и вот этот разлет по времени, там, 27-й год, да, то есть 2 года, нам говорит о том, что вполне все может вернуться в правовое поле, в правовое русло. Вообще русскоязычные к 7 декабря 27 года останутся на территории Украины. А если нет, то что будет с Украиной? Просто сроки очень такие, ну, нормальная практика для Международного суда ООН. Это все быстро не делается с кондачка. Однако то, что этим сейчас занимаются россияне, о чем нам говорит, Пламен? Ну, я думаю, что они приготовят достаточно толстый набор папок и документов,
которые раньше по времени, чем жалобы украинской, вернее не украинской, а 95-й квартальной стороны, пытаются вменить вот это преступление, потому что москаляки на геляки кричали, кричали, делали, делали. Кто не скачет, той москаль, кричали, кричали, скакали, скакали. Значит, москаляки там в прицеле оптического. А потом людей в Одессе на Куликовом поле, Доме профсоюзов убивали, убивали. Он сейчас является депутатом Гончаренко, который там стрелял и убивал? Является депутатом. В Украинской Раде был в качестве депутата сын Романа Шухевича. Был. Они что? Они тем же самым. 14 тысяч людей в Донбассе, почти исключительно мирных жителей, в том числе и детишек, аллею ангелов, угробили? Угробили. Они что, не украинские? Они что, не без украинских паспортов? Им пенсии выплачивали? К ним социальные обязательства выполняли? К Крыму социальные обязательства выполняли? Нет, не выполняли. А что означает геноцид? Это не только физическое истребление, это доведение социальными, финансовыми, экономическими и другими средствами определенного народа до степени, что он не может проживать там, где он был, и так, как он раньше было. Так что все эти элементы имеются целые 8 лет до того, как наступило 24 февраля 2022 года, и так далее и тому подобное. Если опять кто-то будет ссылаться на Будапештинский меморандум, давайте, ребята, еще раз напомним, потому что я уверен, что не просто напомним, а многие об этом не в курсе. В этом Будапештинском меморандуме все стороны, в том числе и Россия, в том числе и Соединенные Государства Америки, принимали на себя обязательства блюсти, охранять и, грубо говоря, уважать территориальную целостность Украины при условии, что украинское руководство будет соблюдать нейтралитет и внеблоковый статус, то бишь никакого НАТО. Когда стала подготовка к этому СВО? Когда времен Петра Алексеевича Порошенко в украинской конституции был нарушен Будапештинский меморандум, и туда было внесено, что мы будем, видите ли, вступать в НАТО, даже если НАТО не будет, и нас туда не просят и не хотят видеть, но мы будем в НАТО. Ну, раз так, ребята, ну, тогда читайте по губам дальше, что называется. А что здесь непонятного, что здесь неочевидного? Как это было сделано? Сделано было отвратительнейшим образом. Ужаснейшим образом, многострадальным для обеих сторон образом. Ну, самым что ни на есть самодурским и дурацким образом было сделано. Было сделано ужасно. Ну, если просто так по бумаге, по юриспруденции, по всем этим документам, канва-то здесь юридическая, вот этот жест России, что мы контрудар вам будем наносить, причем у нас первые по времени, вы эту хронологию изменить не можете, выглядит как неплохой удар, хотя это тоже... Ну, как сказать, единственное, что должно быть действительно в юридическое поле, которое решает абсолютно все вопросы и уничтожает любые мотивы Андрея воевать с Андреем, Вячеслава воевать с Вячеславом, Алексея с Алексеем и У нас, так далее. знаете, как в последнее время говорят, Микола должен умереть за Урсулу. Чтобы это исчезло, признать развал Советского Союза незаконным, потому что он является действительно незаконным и по внутреннему законодательству, по международному праву и по всем даже международным договоренностям. Ну, а что это даст сейчас? Пламен. А как что это даст? Ну, вот смотрите, Песков в очередной раз сказал, вы слышали Путина? Слышали. Путин не хочет восстанавливать СССР, считает он это антисоветчик, невозможным. потому и война. Он один из главных виновников, что война продолжается, потому что, хотя он вроде бы юрист по образованию, и он прекрасно это понимает, потому что его поддержники, особенно НОДА, постоянно эту тему муссуют, типа стараются довести до Генпрокуратуры Российской Федерации и вообще-то завести это дело. Не-не-не-не. Он антисоветчик. Одни только галоши, кто летал в космосе, совершенно непонятно. И как это каждый пятый самолет мира был произведен в Советском Союзе, это тоже вообще не... Одни галоши мы делали. И не дай бог нам скатиться к госплану. Это тоже его слова, не мои слова. И вот сейчас в Индии, когда интервью давал, не-не-не, Советский Союз, а какой здесь Советский... Слушай, ну ты юрист, ты скажи, развал был законен или незаконен? Если он незаконен, что из этого следует? А из этого следует, что нужно собрать фигуранты и сказать, так, ребята, восстанавливаем юридическую правду, про мораль, про другие вещи не говорим. Те, которые не хотят, это ваше дело, но вы уже вне правового поля.
И против вас уже будут применяться юридические, не только юридические инструменты, которые из этого вытекают. И если ты это так скажешь, тогда людям и с той, и с другой стороны фронта, стороны Украины и стороны России, они скажут, слушайте, а Советский Союз, слушайте, что такое Советский Союз? Так Советский Союз это социализм. Так это социальная справедливость. Так это отсутствие безработицы, нет олигархов, нет этих мерзавцев, негодяев, которые мы сейчас видим и сами хотим придушить голыми руками. Так если этот Советский Союз, то мы за. Нам убивать друг друга ради... А если это Советский Союз, то Крым наш или ваш? Крым всем. А если Советский Союз, Камчатка, Калининград, Ужгород и все остальное наш и ваш, это всем. А убивать-то зачем? Какие линии соприкосновения? Какой дележ? Какой Донбасс? Какие глупости? Какая Кенгурская коса? Никто не должен никого убивать. А кто настаивает, что Советский Союз этого нельзя? Мы его возьмем за глотку, повесим головой вниз, чтобы кровообращение мозга немножко простимулировалось, и опять его спросим. Ты правда против Советского Союза? Нет? Если так, то тогда миллионы выиграют. Если не так, тогда миллионы будут продолжать погибать. Очень просто. Юридически. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Значит, что из перечисленного, на ваш взгляд, наиболее вероятно до конца года? 5% считают, что рождественское перемирие. Ну, не знаю, друзья. Мне кажется, что выйдем мы на рождественское перемирие. Но, опять-таки, я не говорю, что его достигнут, но его реально предложат и могут даже прям объявить. Нечто подобное было в мае месяце, помните? Вот в одностороннем порядке, на Пасху, да, вот это вот все. Ну, что-то такое будет, да, потому что вот эти загадочные визиты везде и минимум информации, больше какого-то трепа от Зеленского, которого сейчас слушают в аудио сообщениях, что-то подобное будет. Насколько это будет сопровождаться политическим давлением на Зеленского, вот посмотрим, тут уже интереснее. 11% импичмент Зеленского и переворот в Киеве. Переворот, смотрите, может быть не только там какой-то там прям импичмент, его поди собери, этот импичмент, но запустить эту процедуру вполне вероятно для того, чтобы был еще один поводок, еще одна ниточка на Зеленского. 33% обрушение фронта на одном-двух направлениях. Ну, треть нашей аудитории, которая проголосовала, они считают вот как бы да. На одном-двух направлениях будут серьезные проломы, и вот эти проломы до конца года с вероятностью высокой состоятся. Сегодня очередной населенный пункт Минобороны сообщила, что в Днепропетровской области заняли. Украинский генштаб это не подтверждает. Ровно, я подчеркиваю, как и официально не сообщается о том, что вывели войска из-под Мирнограда и, в общем, из этого кармана. Это вот источники только говорят. Ну и больше всего люди ждут, что наибольшая вероятность к Новому году в Украине это тотальные блэкауты по всей стране. То есть еще будет хуже ситуация со светом. Вот так распределились голоса. Что скажете? Ну, скажу, что голоса отражают страхи и тревоги людей, потому что действительно блекаут – это терроризировать именно мирное население. Именно поэтому я с первого момента, когда стали бить именно по этой части энергетики, я был категорически решительно против и, естественно, остаюсь на той же самой позиции по сей день. И это не прибавляет никоим образом никакие, скажем так, военные обстоятельства и возможности предпосылки для успехов, это террор мирного населения. Такого же, твоего же мирного населения, черт возьми. Зачем? Зачем? Армия – это энергоавтономная структура. У них все мобильное, все передвижное, все свое. Им от этого ничего не сделаешь. То, что терроризируешь родню армии, это прибавляешь злости тем людям, которые сейчас в окопах там гниют и стреляют, и от дронов там прячутся, либо дронов запускают. Ты ничего так не решаешь. Зачем мирное население терроризируешь? Я категорически, решительно и однозначно против. Я считаю, что это один из тех моментов, по которым, ну, скажем так, попытки Кремля выглядеть с позиции морального превосходства в этой войне, это морального превосходства не прибавляет, а сильно убавляет. Было несколько действительно важных, нужных позиций, по которым спорить глупо и не стоит. И там моральное преимущество у Кремля имелось. Во всем остальном, в том числе и в этом,
морального превосходства нет, а даже знаком минус. Так что лучше, чтобы они кое-каким образом прислушались к этим, либо к таким подобным словам, и хотя бы вот это свинство прекратили. Прекратите терроризировать мирное население. Вы же вроде бы освободители, вы же вроде бы там ждунов там вообще-то ожидаете, чтобы они вас ждали. Нет? Вы хотите с этими людьми жить? Вы с этими людьми в космос летали, а сейчас их что? Зачем? Они что ли? Да, если выбирали Зеленского, сейчас Зеленского никто не хочет видеть. Но если вы их терроризируете, они что, поднимут Зеленского на вилы, что ли? Если это так легко, почему вы сами не сделаете это? Почему вы обещали Байдену, что вы Зеленского убивать не будете? Это вы брали на себя такие обязательства от народа, который терроризируете, вот такие свинства ожидаете, нет? Ну, для меня это свинство натуральное. Да простят меня свиньи, потому что я, как говорит врач, могу честно сказать, таких гадных и омерзительных свиней я в жизни не видел. Свинья – это достаточно интеллигентное животное, выглядит не очень эстетически, но зато таких отвратительных действий от них не дождешься. Просто потому, что свиньи телевидение не смотрят, и пропаганды они не подвластны. Это да. Дождались мы, собственно, сообщения Святого Престола. Пресс-служба Папы сообщает, что принял на аудиенцию в резиденции Кастель Гандольфа его высокоповажность пана Зеленского, президента Украины, все с большой буквы, все вот так, да? Во время дружеской беседы, которая была посвящена войне в Украине, понимаете, это просто дружеская беседа, которая была посвящена войне в Украине. Сообщение от престола. Значит, Святейший Отец подчеркнул, что необходимо продолжить диалог, возобновив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и прочному миру. Не обошлось без упоминания военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в свои семьи. Ну, в общем, да. Значит... А я этого против, если честно. Я очень сильно против этого. Почему? Понимаете, я не знаю, какое точное количество тех детей, которые сейчас с происхождением из Украины находятся на территории России. Но я слышал и видел много раз, как русская сторона, в этом плане здесь уже никаких ироний, никакого там нельзя их упрекнуть в морального недостатка. Они говорили, предъявите нам живого родителя, либо родственника этих детей, которые ребенок признает и узнает. И мы этого ребенка возвращаем к этому родственнику, родителю, либо родственнику. Таких предъявлено было 330 с чем-то, если мне память не изменяет. Естественно, это число может быть уже совершенно другое, потому что это несколько месяцев назад видел. Для других так называемых тысяч, либо десятки тысяч, я не знаю, сколько их, таких предъявлений не было. В таком случае эти детки уже третий, почти четвертый год находятся в приемных семьях, у них своя жизнь, они в школу идут, у них друзья, у них социализация, у них совершенно своя уже жизнь. Ты хочешь еще раз их выдернуть и отправить их туда? Кому? Кто с ними будет заниматься? Кто за ними будет отвечать? Кто ему предложит, гарантирует, обеспечит хотя бы такую, не лучшую, а хотя бы и такую жизнь? На территории Украины, что ли? Где людей вообще-то ловят по улицам, это самое? Ну, слушайте, я против. Ну, да простят меня все, даже пусть меня не прощают. Я против, категорически против. Если предъявят родители либо родственника, пожалуйста, вы в моральном праве требовать этого ребенка, я за. Ну, таких предъявленных было столько, и они своих деток получили. Что по-человечески. Остальное это вам зачем? Что вы можете сделать для этих детишек? Лучше, чем то, что делается в России. И что, там в России каким-то нечеловеческим образом, что ли, обращаются? Они все пристроены, они все в семьях, в том числе и высших там государственных там депутатов там и других должностных лицах, они даже там живут уже больше 3 лет. Что, зачем вам эти детки? Кто требует эти детки? Эти потращить их потом на органах, чтобы трансплантологию вообще-то поднимать? Нет?
Потому что вот это сатанинство имело место на территории Украины, да простят меня те, которые, ну там укру патриоты, такое имело место даже на Донбассе, еще с времен Донбасса, даже еще в Косове. И с этого момента любой военный конфликт, где есть такие, которые, за которым некому там заступиться и защитить, они этим пользуются, этим молодым мясом они дорожат. Они хотят жить долго, счастливо, генетика хорошая, детки молодые. Как вы гарантируете и обеспечиваете, что с этими детками будет не такое? Как? Кто? Зеленский, что ли, будет гарантировать? Ермак, которого нет? Ну, Или это Елена же, Зеленская? смотрите, опять-таки, тут же правда жизни. Вон они навозили детей в Турцию, сирот, забеременели, двое, Ага, о, приехали, да-да-да. понимаете, Да-да-да. под Да-да. патронажем Елены Зеленской. Да-да-да. Дети Именно так. без войны, детство без войны, как-то так называется. Да елки-палки. И таких очень много случаев. Мне неправда мало кому интересно, а звучит-то круто, звучит-то потужно. Детей вернем, ух, Мордор, заберем себе. В общем, друзья, давайте к вашим вопросам. С клуба зрителей вот такие вопросы поступают. Пламенно многие говорят, пишет Андрей, и вы в частности, что будет война России и Европы. Вопрос чисто гипотетически, как должна будет выглядеть победа Европы, ну или на что они рассчитывают? Москву взять? И не смущает ли их, что в тот момент, когда нога их солдата ступит на границу России, на Лондон и Берлин может полететь ядерка? Ну, я здесь вопроса не вижу, потому что он только что все описал. Война Европы будет за то, чтобы Россия поделила всеми своими ресурсами. И чтобы русских было сокращено настолько, что они были бы обслуживающим персоналом. Чем больше, тем лучше для тех, которые хотят нападать. Кроме того, простите за сатанинскую, скажем так, логику, Европа таким образом попытается и постарается разгрузить свою демографию от, скажем так, не лучших представителей титульных народов своего. Они пытаются разрядить и отправить их, тоже сжигать их в костре войны. Неважно, кто как будет там побеждать. Чем больше трупов, тем меньше потом выплат, что называется. Потому что большинство из тех, которые отправят, скорее всего, будет не так много родственников, либо вообще не будет родственников, которые будут что-то там требовать, расследовать. Во время войны это просто не получится. Им нужны ресурсы России. На территории России треть мировых богатств. Ну, и там всего 140 с чем-то миллионов населения. Ну как треть мировых богатств, 140 миллионов населения. Это население на 50 миллионов меньше, чем население Бангладеша. Посмотрите Бангладеш на карте, чуть больше моей родной Болгарии. Ну как можно оставлять это России, когда такое финансовое и, скажем так, ресурсное недомогание, в том числе и Европе? Это, Ну, кстати, очень интересное заявление сейчас. Там венгры, они в Москве, ну, делегация. Сиярта, да, там, министр иностранных дел, делает заявление, что штаб-квартира турецкого потока переезжает в Венгрию. О, как? По поводу ресурсов, да, то есть интересный как бы поворот. Ну и понятно, что сотрудничать, там обсуждается это ПАК-2, это все как бы сейчас тоже в новостях, но то, что штаб-квартира турецкого потока в Венгрии, это прям это прорыв. логично, знаете, это не экзотика. Знаете почему? Потому что вот это так называемый турецкий поток, когда он пересекает Босфор и Дарданелли, начинает называться Набук. Вот это Набуко, он разветвляется вилкой на территории европейской части Турции, а нижняя вилка, которая вдоль Эгейского моря и выходит через всю Грецию на Корча, на Албанию, напротив Бриндизи и Италии, это Виа Игнатия, что называется, это ТАП, трансадриатический поток. Верхняя часть это Набуко, как я уже сказал. Та часть, которая через Болгарию, потом Сербию, потом, ну, после Сербии это, естественно, Венгрия, а в Венгрии уже идет не развилка на двух, а на нескольких направлениях. То есть там, грубо говоря, самый главнейший хаб. То есть это логично. Идет поток, естественно, в сторону Австрии, в сторону там севера, в сторону вниз влево. То есть там действительно логично поставить что-то подобное. Здесь я, честно говоря, никакой экзотики не вижу. Это чисто технологически разумно, мне кажется. А как кому, это с политической точки зрения, наверное, выглядит очень неприлично. Очень неприлично. Так, следующий вопрос. Добрый день. Скажите, Пламен, насколько есть шанс, что народ европейских стран на предстоящих выборах
сделают выбор в пользу мира, или власти готовы подтасовывать результаты. И примите мои соболезнования в связи с вступлением Болгарии в евровалюту. Благодарю, Александр, всем добра. Кстати, мы не отказались от нашей битвы против этой еврозоны. И да, есть неплохой, не скажу большой, но неплохой шанс, что нам удастся выйти из еврозоны даже после того, как евро уже вошло в обиходе в Болгарии. Потому что недельку назад Люксембургский суд, который является, скажем так, компетентным по этим и подобным вопросам для всего Европейского Союза, получил достаточно большой объем и признал и завел уже дело на базе документов, которые подтверждают, что так называемый конвергентный доклад был полон фальшивыми материалами. Соответственно, то, что мы можем таким образом, мы можем выиграть, что решение затаскать Болгарию в еврозону было незаконным, потому что Болгария не соответствовала критериям для того, чтобы ее вошли в еврозону. То есть все данные были фальсифицированы, доказательства об этих фальсификациях уже находятся в Люксембурге. Люксембургский суд принял вот эту жалобу и стал уже работать над ней. Должен произнести свое весомое слово вердикт в рамках не больше 2 месяцев. Так что, если они сейчас это приняли, это означает, что мы получим ответ на эти вопросы как раз приблизительно тогда. Ну, посмотрим, как это будет. Так, значит, вот такой вопрос. Как думаете, будут ли в Украине рабочие места для украинцев после войны? Ведь Украину нужно будет отстраивать, а кто в нее вложится? Мирослав. Александр, вы пропали как в видео, я не знаю, что с вашей камерой, наверное, что-то там отрубилось, не знаю. Да, ну вопрос прозвучал, да, поэтому... Да, я на вопрос отвечу с удовольствием. Но, во-первых, рабочие места будут больше, чем сейчас, особенно если начнется эксплуатация именно этих недр, восстановление вот этой логистики, постройка вот этих складов, инфраструктур, восстановление портов, то есть примерно на пару-тройку сотен тысяч рабочих мест, может быть, до 500 000 откроется тех, которых раньше не было. Следует ли ожидать, что ситуация драматически улучшится и что-то такое, процветание, либо там восстановление обычной жизни, пример, как было до 2014 года, решительно категорически нет, потому что им будет нужно очень небольшое количество населения в качестве единственного только строительного обслуживающего персонала, который будет заниматься только их нитками, их проектами и их процессами. Все остальное будет погибать и гнить так, как и сейчас. Поэтому хотите иметь достаточно достойные, хорошие рабочие места, подумайте о восстановлении Советского Союза, и тогда все придет на свои места. Потому что все эти ресурсы, большая часть этой инфраструктуры можно отстроить совместно, и никакие иностранные инвесторы нам вообще нужны не будут. Подумайте над этим, как бы это вам фантастически не казалось, потому что я вам скажу, что такое фантастически. Фантастически это было в 80-е и даже в начале 90-х годов подумать, что такая война вообще возможна. Это да. А эта война является единственным только прямым логическим неизбежным следствием того, что произошло 8 напротив 9 декабря 1991 года в Вискуле в Беловежской пуще. И это незаконное действие породило абсолютно обязательно на десятилетие все остальное, что уже произошло. Поэтому хотите, выход всегда есть там, где есть вход. Если хотите выйти из этого скверного, плохого положения или помещения, ищите, куда и как туда входили. Входили 8 напротив 9 декабря 1991 года в Вискуле в Беловежской пуще. И поскольку охрана их не пристрелила, а охрана не пристрелила охрану потом этих фигурантов, вот из-за этих сэкономленных смертей несколько мерзавцев получилось так, что сейчас русские рубят русских. Песня группы «Любе». И не только. Так, ну давайте еще такой вопрос. На вашем канале Оксана пишет: вы искажаете слова Путина, превращая его в речь о терактах в Пахалакме, в ложное обвинение в борьбе с коммунизмом. Ваша манипуляция – это не просто искажение фактов, а проявление тенденции к искажению истины ради цели. Почему вы выбираете говорить неправду? Участников СВО не для того привлекают в Госдуму, чтобы разрабатывать ресурсы с Британией. То, что вы говорите, не имеет смысла к руководству
России 90-х, не сейчас. То есть Украина бьет по НПЗ, энергетикам и танкерам, а у нас моральное превосходство. Вы серьезно? Снимите розовые очки, где идет война, и объясните, что делала Болгария в Ираке в 2003, где погибло до 1 миллиона гражданских. Не было тогда вашего морального превосходства. Ну, это, я так понимаю, зритель посмотрел выпуск какой-то на вашем канале. Ну, это так сумбурно, что, честно говоря, я не совсем понял. То, что Путин антисоветчик, что вся когорта Путина антисоветчики, он так много на эту тему, собственно, говорил и висит на сайте kremlin.ru, что доказывать очевидное, я тратить ваше, наше и время других наших зрителей даже не намерен начинать, пользуясь Google поисками, вообще-то поиском на сайте kremlin.ru можно найти ответы на эти вопросы, и этот вопрос можно закрыть. То, что Болгария не имела никакого морального превосходства в 2003 году в Ираке, это 200% правда, потому что к этому моменту Болгарию уже запихнули в НАТО, и, пользуясь вот этим статусом, Болгария стала практически внешне военно оккупированная страна. То есть как раз 2003 год, когда болгарская армия пошла действительно в Ирак, 4 американские военно-воздушные, американские, не натовские, американские третий раз для особо одаренных, повторяю, были дислоцированы на территории Болгарии. Такое делается только с военно побежденными странами, чтобы у нас была военно-оккупационная база, за которой вам копейку не платят. Все остальные американские военно-воздушные базы, что в Турции, что в Греции, что в Италии, что в Германии, платят. Нам не платят. Вы что хотите от военно-оккупированной страны? Для того, чтобы в Болгарию вошли в НАТО, американцы спрашивали Кремля. Кремль дал добро. Не знаете? Могу доказать. Это вопрос другого долгого, интересного, познавательного разговора. Ну тогда, это тот же самый Кремль, который вы сейчас хотите отбеливать. Те же самые антисоветчики, те же самые конвергенты, те же самые демократы, те же самые западные халуи. Те же самые участники, можно сказать, ответственные за вот этой большой бойни русских против русских. Они это сделали. Они сказали, мы не имеем ничего против, мы даже сами стремимся в НАТО. А вы не в курсе, что Россия, в том числе и путинская, предлагала, спросила в НАТО? Нет? Не хотите? Могу помочь, показать, ткнуть мордой в его словах. Какой из Путина антисоветчик, Сабина пишет, если он назвал распад СССР самой большой трагедией? А сказал он это чисто в демагогических целях, потому что прекрасно осознает, что большая часть населения тяготеет и вообще-то ностальгирует и хочет вернуть Советский Союз. Однако тот же самый Путин в этих же своих там словах и выступлениях говорил, ну, слушайте, Советский Союз, не, никогда, ни за что, ну как, не дай бог скатиться к госплану, это точно его слова. Мы только одни калоши делали в этом Советском Союзе. Это тоже его слова. Это антисоветчик. Слушайте, а кто валил Советского Союза? Вам подсказать? Калугин это кто? Швеция это кто? Путин это кто? Другие фигуранты, которые на Западе, которые сейчас довольствуют своим предательством КГБшным, это кто? Это коллеги Путина. Ну, получается, опять Россия виновата. Не Россия. А вот эта верхушка КГБ плюс кремлевская, которая разрушила Советский Союз именно по внешней указке. Слушайте, кто выступил в защиту Советского Союза против Горбачева из всего этого большого съезда КПСС, этих достойных дядечек и тетечек, многие из них, которые в генеральских мундирах там было? Может, русские? Нет. Может, мужчина? Нет. Сажи Зиндинова Умалатова была единственным человеком, которая обратилась к Михаилу Сергеевичу Горбачеву в качестве статуса верховных всех главноверх и требовала его отставку, потому что он предатель, мерзавец и негодяй, который ведет страну к пути развала. Сажи Зиндинова Умалатова. Чеченка. Это не так, что ли? Не можете погуглить, найти? Или есть другие, которые этого хотели? Посмотрите на их рожи, как смотрели, когда она это говорила. Все смотрели себе верхушки там от ботинок. А потом он солнце наше, он солнцеликий, он, да, не, никак. Как это нет? Когда это очень даже да. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, господа не пьющие, друзья, не друзья, троллы и боты, враги, случайно и даже специально попавшие на наши каналы.
Выключите телевизор, включите мозги, и все приложится. Обязательно, еще раз, не забудьте подписку, колокольчик, второй раз, черненький, на наши и на каналы Шелест, потому что мы стараемся говорить правду. Вы можете это проверить. На федеральных и на других СМРАДах, средствах массовой рекламы, агитации и дезинформации, ваша мозговая субстанция превращают в фекальный с вашим соучастием. Если вы это смотрите и этому верите, как очевидно из некоторых сегодняшних вопросов. Так что будьте с нами, продолжение следует. Всего вам доброго. Берегите себя, всем добра и света.